Здравствуйте, дорогие зрители! Меня зовут Саша, на этом канале делюсь вкусными и полезными рецептами. Сегодня готовлю наивкуснейший десерт. Это будут сырки с нежнейшей творожной прослойкой и ягодной начинкой, скрытые под тонким слоем молочного шоколада. Очень вкусные. Это даже будут не просто сырки в глазури, а самый настоящий утонченный десерт, достойный праздничного стола. Ингредиенты мы выберем максимально вкусные и полезные. Сырки получатся достаточно низкокалорийными, с оптимальным сочетанием белков, жиров и углеводов. Готовятся творожные сырки просто, давайте покажу как. Начнем мы с приготовления ягодной начинки. Можете пропустить данный этап, если используете уже готовый джем, либо если будете делать сырки без начинки. Малину ставлю на медленный огонь, она у меня замороженная. Вы можете использовать любую другую ягоду, мне больше всего нравится с малиной, клубникой, смородиной или же черникой. Накрываю ягоды крышкой, жду пока они оттают, затем увеличиваю огонь и даю массе покипеть буквально 1 минутку. Если используете свежие ягоды с плотной кожурой, лучше сначала пробить их блендером, а потом уже прокипятить минутку. Снимаю массу с огня и даю ей немного остыть. Тем временем займемся желатином. Он поможет нам хорошо стабилизировать жидкую ягодную начинку. Заливаю желатин холодной питьевой водой. Я использую быстрорастворимый желатин, который не требует предварительного замачивания. Если у вас обычный желатин, оставьте его в воде до набухания. Теперь нам нужно нагреть желатин до растворения гранул. Это можно сделать на плите, на водяной бане или же импульсами секунд по 10-15 в микроволновой печи. В любом случае не забывайте перемешивать массу, не доводите ее до кипения, требуется просто растворить желатин до вот такого однородного состояния. А когда масса остыла, тщательно перетираю ее через сито, потому что косточки малины, на мой взгляд, существенно портят впечатление нежной начинки. Получилась вот такая однородная ягодная смесь. Добавляем туда растворенный желатин, подсластитель по вкусу, перемешиваем. Теперь нужно отправить массу в холодильник для стабилизации на 1-2 часа. Для этого можно перелить смесь в кондитерский мешок, либо разлить массу по формам. У меня вот такая пластиковая, из нее очень неудобно доставать готовую массу, поэтому рекомендую использовать силиконовую форму. Еще удобно использовать сплошную прямоугольную или квадратную форму. Ее нужно будет предварительно застелить пищевой пленкой, а готовую массу просто порезать на нужного размера брусочки. У меня прошло около часа, ягодная масса достаточно стабилизировалась. Если переложить начинку в морозильную камеру, она заморозится еще быстрее, но тогда в ней вполне могут образоваться кристаллы льда. Теперь, когда ягодная начинка готова, займемся приготовлением творожной массы и формированием сырков. Для этого к обычному творогу 9% жирности добавляю рикотту, немного ванилина, протеин или сухое молоко, подсластитель по вкусу. Немного приглаживаю все это лопаткой и тщательно пробиваю блендером. В итоге должна получиться очень нежная творожная масса. Вы можете взять только обычный творог, без рикотты, тогда получится более плотная и не такая нежная текстура. Также рекомендую убирать творог, начиная от 5% жирности и не пренебрегать добавлением сухого молока или протеина. А в этом рецепте мы дополнительно не добавляем масла, и все наши сырки будут держаться именно на этих продуктах. Перекладываем творожную массу в кулинарный мешок или оставляем ее в миске. Теперь начинаем формировать сырки. Я воспользуюсь вот такой силиконовой формой. Немного смазываю ее маслом. Отрезаю кончик у кулинарного мешка. Получилось отверстие диаметром около 1 см. И начинаю отсаживать массу по ячейкам формы. Если у вас нет кулинарного мешка, просто воспользуйтесь пакетом или ложкой. Я заполняю ячейки практически полностью. В каждую ячейку выкладываю застывшую начинку. Аккуратно приминаю ее. Затем закрываю сверху творожным слоем. Если отсаживаю ягодную начинку при помощи кулинарного мешка, заполняю ячейки примерно наполовину. Ложкой делаю вот такие ямки. Отсаживаю в них ягодную прослойку и запечатаю творожным слоем. Далее, при любом раскладе, приглаживаем и разравниваем поверхность сырков. Можно даже вот так немного постучать по форме. Получились вот такие ровные сырки. Теперь нужно отправить их в морозильную камеру на несколько часов до застывания. Нужно, чтобы стенки сырков хорошо подморозились. У меня это заняло около 4 часов. Сильно перемораживать не нужно. Оптимальный вариант 3-5 часов. Достаю подмороженные сырки из холодильника.
Они с легкостью извлекаются из формы. Пока буду растапливать шоколад, уберу сырки в холодильник, иначе они начнут таять, и их очень трудно будет покрыть теплым шоколадом. Сразу же подготовьте себе место, куда будете складывать покрытые шоколадом сырки. Лучше всего они отходят от силиконовых ковриков и качественной пергаментной бумаги. Теперь займемся растапливанием шоколада и покрытием сырков. Шоколад топим на плите, в водяной бане, либо импульсами по 10-15 секунд в микроволновой печи. В любом случае старайтесь нагревать шоколад плавно, постоянно мешайте и не перегревайте шоколад свыше 45 градусов Цельсия. При достижении этой температуры он начинает расслаиваться, терять вкус и аромат. Еще следите за тем, чтобы к шоколаду не попала даже капля воды. Какао-масло этого очень не любит. Если у вас шоколад получился слишком густой, доведите его до более текучего состояния, добавив какао-масло, кокосовое масло или же подсолнечное в размере 10-30 грамм на 200 грамм шоколада. Чем более текучий шоколад у нас получился, тем легче с ним работать и покрывать сырки тонким слоем. В этот раз он у меня не очень текучий, поэтому добавляю к нему 10 грамм кокосового масла. В итоге у меня получилась вот такая текстура растопленного шоколада. Теперь нужно искупать сырки в шоколаде. Я пробовала делать это в миске, однако именно для сырков это показалось мне не очень удобным и экономичным. Поэтому перелила шоколадную массу в высокий узкий стакан, воткнула в сырки зубочистки. Еще пробовала втыкать нож, но сырок так и норовил с него соскочить, поэтому зубочистками мне понравилось намного больше. Окунаем каждый сырок в глазурь, даем шоколаду стечь. На холодных изделиях он очень быстро застывает, буквально за 20-30 секунд. При желании, пока шоколад не застыл, можно украсить сырки. Я немного присыпала кусочками сублимированной ягоды. Получилась вот такая красота. Затем, когда глазурь застыла, перекладываем сырки на поверхность. Также поступаем со всеми сырками. Если шоколад вдруг загустел, снова немного его прогрейте, либо держите стакан в емкости с теплой водой. Чем больше сырки находятся в теплом помещении, тем больше из-за перепада температур вероятность появления конденсата. Придерживая сырки ножом, достаточно легко извлекаю из них деревянные шпажки. Готовые размороженные сырки обязательно хранить в холодильнике или для увеличения срока годности сразу же переложить в морозильную камеру. Главное, в герметичном контейнере. Остатки шоколада можно вылить в кулинарный мешок или в обычный пакет и как-то использовать повторно. Можно потом, например, растопить шоколад прямо в пакете, в кружке с теплой водой и что-то им полить. Посмотрите, что у нас вышло в итоге. Каждый сырок у меня весом около 90 грамм. Давайте еще посмотрим на сырок в разрезе. Вот такая творожная нежность под тонким слоем молочного шоколада. Это очень вкусно. Если вам понравился этот рецепт, оставляйте свои комментарии, делитесь им со своими близкими людьми. Буду рада обратной связи. Желаю всем приятного чаепития, здоровья и красоты. До следующих вкусных рецептов.